Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал Японский язык с Валерией. И сегодня мы поговорим о странных японских именах. Большинство японских фамилий появилось в период Эдо. Это период с 1603 года 1868 года, когда всем селянам начали масса давать фамилии. А вот до периода Эдо, то есть до 1600-х годов, фамилии имели в основном аристократы, самураи и чиновники, а простые люди фамилии вообще не имели. Был только имя плюс титул. Этого было достаточно для обычных людей. А вот с периода Эдо как раз-таки началось то, что фамилии передавались по наследству. Простым крестьянам в то время и горожанам официально запрещалось пользоваться фамилиями и их использовать, хотя они могли использовать неформальные прозвища или местные, скажем так, родовые имена. В следующий период, в период Мэйджи, да, это с 1870-х годов, после реставрации императорское правительство провело модернизацию. И в 1875 году был издан закон, по которому все японцы обязаны были взять фамилию. И вот здесь начинается самое интересное. Крестьяне, то есть простые люди, начали придумывать фамилии сами себе. И поскольку у большинства людей никогда раньше и не было их, они придумывали фамилии сами себе, ориентируясь на местность, где они живут, на природу, род деятельности или предметы вокруг. Очень редко они могли добавлять какие-то метафоры, да, символику, какие-то канджи, которые им просто-напросто понравились. Так вот, например, первое по местности — это наш Ямада, горное поле, да, наверняка это где-то возле гористой местности какой-то был, да, человек, который взял эту фамилию. А вот следующий человек Кавагучи, устье реки, скорее всего, жил недалеко от реки. И, например, природные объекты. Кимура — это деревня у дерева, да, то есть возле какой-то деревни, скорее всего, жили люди, да, либо в этой деревне, где были деревья. Либо, например, следующее — это Ишибаши, каменный мост, да, возле какого-то каменного моста жили. Также по занятию или профессии, например, инукай — это выращивающих собак, да, это были в то время вот такие вот фамилии они брали по вот своей местности, природном объекту, занятию или профессии. Но кто давал эти фамилии? На самом деле, как я уже говорила ранее, государство обязало всех выбрать фамилии себе. И сами люди выбирали себе их и регистрировали. Иногда местные власти помогали или даже составляли списки. А в некоторых случаях буддийские монахи или чиновники помогали неграмотным. Поэтому некоторые фамилии стали странными только в современном восприятии. Но на самом деле по закону Японии вы не имеете права поменять свою фамилию или имя, если, допустим, вы не в браке, да, если вы в браке, вы можете взять фамилию супруга или супруги, но просто прийти в, скажем так, администрацию, сказать: мне не нравится моя фамилия или имя, можно я поменяю, такого в Японии, к сожалению, не существует. Поэтому очень многие японцы, вот какую взяли фамилию, да, какая у них есть фамилия, да, передается из поколения в поколение, такое они и несут. В некоторых случаях, конечно, они берут фамилию супруги или супруга, да, если они в браке, да, такое бывает. И вот сейчас я вам покажу 5 самых интересных фамилий, которые до сих пор используются в Японии, но для нас они очень странные, причем не только для нас, но и даже для самих японцев. И первая фамилия — это Гоми. Кто учит японский язык, тот знает, что Гоми — это мусор. Соответственно, когда мы слышим фамилию какого-то человека Гоми, то мы такие: мусор, да. Причем самое что интересное, если мы возьмем канджи, да, то значение иероглифами будет как 5 вкусов. Ну, грубо говоря, да, фамилия странная, но, к сожалению, она в принципе адекватная в том плане, что 5 вкусов, почему бы и нет. В моем опыте на самом деле был такой Гоми человек, это был мой тенчо, начальник моего ресторана, в котором я подрабатывала, когда была здесь иностранным студентом, и его фамилия была Гоми. И очень интересный прикол были у нас среди коллектива, когда мы, допустим, выкидывали мусор какой-то, да, женщина мне говорит: Валерия Сан, вынеси, пожалуйста, Гоми. А наш тенчо, наш управляющий, был рядом, и, конечно, он сразу на это отреагировал, по типу: о чем вы, о чем вы? Такой: это о мусоре. И после этого мы перестали его называть по фамилии и перешли на его имя. Ну и иногда просто мы называли его Тенчо в статусе. Следующая фамилия — Митарай. Митарай — это дословное значение как ритуальное омывание рук. Обязательно это связано с какими-то храмами. Но если в простонародье, да, также используется для обозначения туалета в старом стиле. То есть, представляете, да, если мы посмотрим сейчас на эти канджи, то два канджи из них,
второй, третий как раз-таки означают отеарай, то есть там, где моют руки. Соответственно, это слово даже сейчас используется, и когда мы слышим вот такую фамилию, нас, конечно, очень сильно удивляет, и японцев очень сильно удивляет, но, к сожалению, скажем так, с какой фамилией родился, с такую фамилию и нести приходится. И то есть вы представляете, да, он приходит на работу, и его должны называть «Привет, туалет!». Да, ну, немножко странно, но что поделать, мы ничего с этим сделать не можем. И японцы, которые используют эту фамилию, к сожалению, тоже с этим сделать ничего не могут. Следующее — это анами. Анами — это дословно значение как смотреть в дырку. То есть, если мы посмотрим на канджи, то значение этих двух канджи, первое — это она, дырка, а второе — ми, это смотреть, да, глагол видеть. Соответственно, может вызвать странные ассоциации из-за слова дырка, да, то есть, ну, не очень приятная фамилия, скажем так. Следующая — Инукай. Вы, наверное, слышали, что мы с вами уже в начале этого видео говорили об этой фамилии. Это дословно как выращивание собак. Может звучать забавно, как собаковод, да, то есть для японцев это иногда, ну, такое как собаковод. В принципе, ничего в этом странного нет, но просто, скажем так, не совсем обычная эта фамилия в японском мире. Следующая — это баба. Да, значение как лошадиное поле. Первое канджи — это ума, лошадь, а второе — это какое-то место, бащё. Соответственно, звучит дословно как баба, да, в смысле старухи на русском языке. Но для японцев это, кстати, обычная самая фамилия. Если вам понравилось подобное видео, то обязательно пишите комментарии. Я продолжу эту рубрику странных фамилий в Японии. И мы с вами посмотрим еще на другие фамилии, которые тоже очень прикольных. На самом деле очень-очень много. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до следующей недели. Бай-бай!